Привет, друзья! Вы сегодня опять на канале Грибоед. У нас были морозы, а сейчас идет такой мелкий противнющий дождик. Неприятно в лесу, но сегодня вы не просто на канале Грибоед, а вы в театре. Да-да, именно в театре. В театре одного гриба. И кто же наш сегодняшний персонаж? Встречайте. Вот он. Да, друзья, это у нас трутовик. Мало кто обращает внимание вообще на такие трутовики в лесу. Ну, особенно зимой. Ну, в принципе, грибники зимой даже и не ходят по грибы. Но этот гриб, этот трутовик стоит нашего внимания. И сейчас вы все узнаете. Когда были снегопады, этот гриб был полностью покрыт снегом. Вот такая вот снежная шапка на нем была. А сейчас, видите, оттепель. И начинает проявляться его красивая текстура, так сказать, рисунок на поверхности шляпки. Если присмотреться, то поверхность иногда похожа на какую-то масляную живопись какого-то художника. Посмотрите, какая прелесть, какие переходы, плавные нежные переходы из оттенка к оттенку, из цвета к цвету, такой охристо, где-то оранжевый, где-то чуть-чуть, может быть, красноватый, коричневый, где-то с голубизной цвет. Да, вот такие трутовики, они, в принципе, каждый гриб индивидуален по-своему. И на каждом грибе мы можем заметить свой рисунок. Бывает поверхность более светлая, бывает более темная, бывает совсем светленькая такая вот, ну, почти белая, белый верх шляпки. То есть, в принципе, как и все мы, как и все люди, каждый гриб индивидуален. Трутовик настоящий или обыкновенный встречается повсеместно, кроме тропиков и Австралии. Грибники всегда проходят мимо этого гриба. Кстати, зря. Гриб растет в лиственных и смешанных лесах на умирающей или мертвой древесине. И все это быстро превращается в труху, а затем в почву. Во какой молодец! Если спустимся под шляпку трутовика, то заметим каплю. Видите, вот она. Она сейчас упадет на землю, конечно же. А ну-ка. Давай. Оп, есть. А если спуститься ниже еще, то увидим детеныша трутовика настоящего. Вот как он выглядит. Гриб очень разнообразен и по форме, и по цвету. Интересно, что цвет плодового тела трутовика зависит от породы дерева, на которой он растет. Нижняя губчатая часть гриба, гименофор, всегда находится параллельно земле, независимо от дерева. И если дерево меняет наклон или падает, то рост трутовика изменяется, чтобы споры комфортно высыпались. Эта нижняя часть гриба, гименофор, немного выпуклая или ровная и всегда светлее, чем верхняя часть гриба. К старости гименофор темнеет и становится кремово-коричневым. На протяжении всего лета трубочки гименофора как бы закупорены или запечатаны тонкой тканью. Осенью они начинают открываться, но споры трутовика зреют долго, поэтому распыление спор начинается только весной. Трутовик начинает размножаться. А вот посмотрите, какой большой экземпляр попался. Да, большой, большой. Но что самое интересное, это еще не гигант. Попадались экземпляры, которые достигали в диаметре около 60 и больше сантиметров, представьте. Вот это действительно гиганты. Ну, здесь в этом лесу, конечно, я таких не найду, но это тоже неплохо. Когда трутовик состарится, он становится уютным домом для разных насекомых, которые живут в нем и питаются им же. Но не только для насекомых трутовик представляет ценность. Не зря латинское название трутовика настоящего переводится как припарка, компресс или способ облегчения. Еще в 1750 году французский хирург Сильвен Брассар предложил метод остановки кровотечения с помощью трутовика настоящего. В те времена, когда про вату еще никто не знал,
Ее заменяли мягкими волокнами из этого гриба. Гриб долго толкли и мяли, пока он не распадался на отдельные волокна, и тогда прикладывали к ране. На основе трутовика настоящего учеными Института клеточной биологии и генетической инженерии Украины был создан препарат Микотон. Это комплекс 3 природных компонентов, полученных из клеточных стенок гриба – хитина, бета-глюканов и меланина. Препарат эффективен при лечении печени, мочевыделительной системы, нарушении функций желудочно-кишечного тракта. Трутовик настоящий – непревзойденный сорбент для нашего организма. Он выводит тяжелые металлы и радионуклиды. Этот трутовик оказывает на наш организм мощное противовирусное, противовоспалительное, антимикробное и ранозаживляющее действие. Посмотрите, что еще бывает. Если на пути роста трутовика настоящего что-то встречается, какое-то препятствие, например, ветка или что-то еще, то он ее побеждает. Он обрастает ее полностью. И вот часто можно встретить такую картину, что кусок ветки, трава или что-то еще растет прямо сквозь гриб. Вот такое интересное зрелище. В следующем году он будет еще больше. Здесь добавится еще один слой, вернее снизу, потому что растет гриб как раз за счет гименофора. Гименофор увеличивается вот так вот слоями, и потом можно даже посчитать. Ну, можно в разрезе посчитать, например, возраст гриба. Вот. А можно приблизительно посчитать даже вот по рисунку верхней части шляпки этого гриба, сколько было слоев, и столько же ему и лет, этому грибочку. Ну что, оставайся, друг, и жди весны. А мы пошли дальше.